Всем привет! Сегодня мы будем делать композицию с розами и кустовой хризантемой. У нас все сегодня будет в серо-сиреневой гамме. Вот такая красивая роза у нас. Это сорт Memory Line. Ну, из вариантов сиреневой еще есть красивая роза Ocean Song. Мы вам ее уже до этого показывали. Хризантема у нас вот такая вот тоже сиреневая, беленькая она, с прожилками и зеленой серединкой. Это хризантема сорт Хайдар. И кустовая хризантема у нас вот такая пестренькая, сиреневая, тоже с зеленой серединкой. Это сорт Хайдар Фирмен. И в качестве небольшой вставки мы будем использовать желтую краспедию. Мы взяли вот такую сумочку, емкость серенького цвета, но вы можете использовать любую емкость, и деревянный ящик, и небольшую плетеную корзинку, и шляпную коробку. То есть мы опять же просто вам покажем вариант примера и как правильно комбинировать такие простые цветы. Единственное, при подборе вашей емкости вы обязательно должны цвет этой емкости сочетать с цветовой гаммой вашей композиции, для того, чтобы емкость и композиция в конечном итоге у вас получилась единым целым. Ну вот мы решили, что этот серый цвет будет очень красиво осенью сочетаться с сиреневыми оттенками и немножечко желтым. Желто-серое классическое сочетание тоже. Да, и начинаем мы, как всегда, с основного цветка. Основным цветком у нас в данной ситуации будет роза. И мы взяли специально 5 роз для того, чтобы вам правильно, снова возвращаемся к тому, чтобы правильно расставлять вот такое небольшое количество роз. Все мы помним, что мы делим нашу композицию на 4 части и, соответственно, расставляем розочки. И я возвращаюсь к тому, что когда вы будете расставлять ваши цветочки, пожалуйста, никогда не ставите розу, чтобы она смотрела вот четко наверх или в небо, потому что никто никогда вот в таком положении не увидит красоты вашего цветка. Разделив на 4 сегмента, вы должны соблюдать, пускай минимальный, но хотя бы минимальный обязательно какой-то угол. И начинаем мы, соответственно, с розочки. Розу мы поставим в центр и, как я сказала, обязательно под углом. Вот такой высоты у нас будет композиция. Ну и старайтесь соблюдать, да, вот эту пропорцию, чтобы не было, что в таком высоком кашпо у вас вот так вот все это смотрелось обрублено. То есть, чтобы здесь и здесь все выглядело пропорционально. Если у вас будет корзинка пониже, то тогда, конечно же, вы можете и сами цветы ставить ниже. Но здесь у нас такая более вытянутая емкость, поэтому и композиция будет больше как бы на высоту. Если у вас в композиции используется 5 роз, то я напоминаю, пожалуйста, никогда не ставьте эти розы крестом. Выберите любую другую конфигурацию, пускай это будет треугольник, пускай это будет парная постановка, но только не крестом. Ну вот, предположим, можно поставить вот таким образом розочки. Такая у нас получилась небольшая группа из роз. И 2 другие розы мы, соответственно, поставим на противовес, для того, чтобы наша композиция была видна со всех сторон. Видна со всех сторон, ну и, соответственно, тоже и розы. Так как это классическая, в общем-то, получается композиция, то и расстановка получается более или менее классической. А в букете как ставить 5 роз? Точно так же можно группами ставить, можно одну в центр, а соответственно 2 другие справа и слева. Ну вот, видите, мы поставили розочки, и как бы вы ни крутили вашу сумочку, вы всегда увидите в том или ином положении обязательно вашу розочку. Теперь у меня на сегодняшний день только гуни, да, но если у вас любая другая зелень, то лучше сразу же немножечко забить серединку, чтобы потом не протягивать через хризантему, потому что, как вы знаете, хризантема хоть и считается стойким цветком, но на самом деле это очень хрупкий цветочек, и при любом неловком прикосновении цветок ваш может пострадать. Если вы используете любую другую зелень, вот в небольших композициях, да, возвращаемся к тому, что лучше всего использовать не крупную зелень.
рускус, можно использовать Аспарагус. салал, если листочек не очень крупный. Если в вашем салоне или магазинчике используется папоротник, вы можете использовать и папоротник. Только, пожалуйста, ставьте его таким образом, чтобы листочки вот чуть-чуть выглядывали, а не доминировали над вашими цветками. То есть вы просто практически поставите этот листок до оазиса, приведете папоротник, но так, чтобы он практически не был виден. Да. То есть не нужно в такой маленькой композиции делать такую манжетку из папоротника. Это, к сожалению, мы до сих пор это наблюдаем. Да, очень часто видим, что когда многие начинают работать с композицией, то они просто вот так вот берут и выстраивают манжетку из какой-либо зелени. Это одна из глубочайших ошибок. Пожалуйста, никогда так не делайте. Особенно, если вы работаете с хризантемой. Вот посмотрите, какая хризантема прекрасная. Посмотрите, насколько частей ее можно разрезать по одному цветочку, по 3 цветочка парно. Поэтому вы можете воспользоваться вот вашей хризантемой. Да, мы вот все отросточки пока эти отрезаем. Вот я буду отрезать это, а вот здесь вот я даже призадумаюсь, да, вот стоит, вот эту тройку, может быть, даже и не стоит разъединять, и поставим ее, соответственно, на противовес нашей розе. Потому что они на одном уровне. Они на одном уровне, они очень красивые. Вот у нас получилась так называемая естественная группировка цветов. И вы, пожалуйста, да, вот когда работаете с хризантемой, не надо разрезать абсолютно всю хризантему на кусочки. И делать такую надгробную композицию в какую-то емкость, где вот они прям все сжаты. Да, пускай это будет, соответственно, вот живой у вас цветочек. Ну вот следующие цветочки, даже из этой хризантемы, вы можете поставить уже чуть-чуть ниже. То есть смысл вашей корзиночки или сумочки будет заключаться в том, что каждый следующий цветочек вы будете ставить чуть-чуть ниже, да, заводить, и уже у вас не будет такой манжетки. Да. Желательно, соответственно, все это ставить на разном уровне. Мы вроде сейчас для вас взяли такой стандартный набор, который есть вообще в каждом магазине, и куда бы мы ни пришли, практически 90% случаев мы наблюдаем подобную композицию, и вы нам присылаете свои работы, очень много от вас фотографий с просьбой поправить ошибки или объяснить, что не так, или как лучше сделать, и там вот этот базовый набор, да, роза, хризантема, еще альстромерия гербера. Ну, сегодня вот мы взяли розу с хризантемой. Ну, как раз мы вам для этого видео и снимаем, чтобы вы посмотрели, как более современно, да, сделать такую композицию. Да. Во-первых, почему все всегда покупают желтую и белую хризантему кустовую, вот эти два стандартных цвета. Такое разнообразие, да, у хризантемы и сортов, и цветовой гаммы. Сейчас и красные, помнишь, и коричневые под осень. Да, и красивые зелененькие хризантемы в виде ромашечек. Не нужно зацикливаться только, хотя, конечно же, по стоимости все примерно одинаково стоит. Да. Почему мы часто сталкиваемся с тем, что люди боятся, что ли, брать новые сорта, либо часто, может быть, не понимают, как совместить. Вот к белой все привыкли. Но, например, мы в своем салоне очень редко продаем кустовую хризантему. Если покупаем, ну, допустим, нам нужно ее для чего-то использовать, у нас есть остатки, то мы стараемся брать, да, какие-то необычные цвета. У нас покупатели, скажи, на нее с радостью реагируют. И даже говорят: ой, ничего себе, какой интересный цвет. А даже обычные есть хризантемы кустовые, очень классные, сиреневые и розовые. Поэтому, конечно же, нет, я не против желтой, только сочтите ее правильно с какими-то другими цветочками. И не нужно ставить ее вот большими этими пуками. Понимаете, вы лучше ее растригите как-то, потому что у вас, допустим, более короткие пойдут вниз. Посмотрите, не ставьте ее вот таким пуком. Посмотрите на нее со всех сторон. Может быть, стоит оставить тоже 3 только каких-то цветочка сверху. Вы же... Прям обидно, как ты расстраиваешься, как-то люди делают неправильно. Ну, потому что цветок сам по себе красивый, цветок сам по себе стойкий, будет стоять хорошо.
Ну, так Долго радовать людей. Долго. Бюджетный, опять же. Бюджетный. Так сделайте так, чтобы это все соответствовало. Не бойтесь экспериментировать. А почему мы тогда редко хризантемы берем? Ну, Действительно редко. потому что, во-первых, желтый цвет у нас как-то Не желтую, мы в принципе берем редко. Но у нас У нас просто клиент клиент ориентирован немного на другие ассортимент. цветы, да, на другие цветы. Мы просто нашими букетами их приучили к другому ассортименту. Но когда школьные, корпоративные какие-то, да, заказы, Без и проблем, недорогие, да. мы всегда ее тоже добавляем. Красиво получается. Обязательно, вот если вы формируете тоже свой край, пожалуйста, ставьте цветочки на разном уровне, видите они? В шахматном порядке. Да, в шахматном порядке можете поставить выше, ниже. И, соответственно, вот да, смотрите снова на вашу композицию, чтобы она имела правильную форму. Вот, допустим, здесь тоже 2 цветочка. Я не хочу их разъединять, да, попробуем их поставить вот в таком вот. На такую маленькую емкость 7 роз можно было бы поставить? Можно. Тогда можно было бы еще краше их сгруппировать. Но, естественно, это же будет удорожать ваш бюджет. Поэтому, смотря какую вы преследуете цель. Да, мы вам именно сейчас базовую хотим комплектацию букета показать. Если вы хотите, чтобы было больше роз, мне, например, не хватает еще и 3-го цветочка, я бы здесь еще и воспользовалась и меленькой какой-нибудь кустовой розочкой, для того, чтобы перейти от крупного цветка, допустим, к розе и к хризантеме, да, чтобы у вас была так называемая трехъярусная по диаметру композиция. Крупный цветок, потом средний цветочек, потом цветочек помельче. Но вот в данной ситуации, чтобы не удорожать бюджет, мы, соответственно, его добавим только вот это. Как вот правильно вообще рассчитать количество цветов? Ну, вы знаете, может быть, сначала это будет не так просто, да? Нужно набить руку, Нужно да? набить И потом руку, приходит понимание, что на чтобы- такой диаметр да, столько-то чтобы цветов. зрительно вы уже понимали, какое количество цветов нужно на тот или иной диаметр. Розочка получается чуть-чуть выше, да, хризантемы? Розочка Да, будет всегда всегда ставить. чуть-чуть выше. Но не ставьте вот так вот вверх такой рюмочкой, когда Да. делают еще так по прямой. Обязательно, чтобы цветочек был чуть-чуть с наклоном на вас. Ну вот я теперь воспользуюсь зеленью. А эти цветочки уже все не понадобились? Ну, еще у нас есть краспедия, поэтому я сначала поставлю краспедию, а потом То есть уже... нет такого, что задача вот поставить все Абсолютно цветы, как нет, это бывает? абсолютно нет. Все должно быть гармонично выдержано, поэтому такой задачи нет. Мы расставили хризантему. Посмотрите, обратите внимание, мы ее поставили так немножечко лесенкой, приспуская вниз. Вот здесь вот эта лесенка хорошо видна, видите? Там, где мы ее разрезали. Зелень тоже уже поставили. но Зелень еще не тоже, всю. да, но не всю. Сейчас мы сначала поставим краспедию, да, а потом поставим нашу зелень. Вот у нас для акцента Краспединка. краспединка, да, соответственно. Вы можете поставить ее. Вы можете использовать хиперикум, шиповник. Хиперикум вообще во всех салонах есть. Ну, правда, вот практически везде есть. Встречаем эти ягодки. Сейчас будет из ягодок иликс, но он, конечно, уровневый, да, не очень подойдет. И он, в принципе, Ну дорогой. почему? Он тоже дорогой, режется. Но иликс он дорогой, но он режется тоже. Он режется. Шиповник сейчас продается. А если у вас есть свои кусты шиповника, вы можете тоже воспользоваться этими ягодками. Чуть-чуть выше еще краспедию ставим? Да, мне хочется ее поставить, потому У нас что всего 5 штук. у нас ее мало. По стоимости вы всегда задаете нам этот вопрос. Без краспедий такая сумочка получается где-то в районе от 1000 до 1300. Эта стоимость здесь зависит от цены за розу и от стоимости за емкость, плюс за зелень. Вот в среднем вот так вот. А когда краспедию добавляем, то тогда уже где-то до 1500.
Мне еще эта емкость очень нравится, потому что здесь можно красиво наклеить ваш логотип, если у вас есть наклеечки какие-то. Логотип. Вот здесь на ручечку можно привязать открыточку или бантик, если вы хотите как-то украсить, если вам не хватает цвета. Или просто придать уже такой вот более нарядный и праздничный вид. Краспедию можно расставлять совершенно по-разному, поэтому так, как вам нравится. По краю мы еще доставим зелень, конечно же, чтобы Да. пленка не была видна, потому что в одном из видео нам оставили комментарий по поводу того, что мы не дозабили зеленью. Мы просто считаем, что не стоит уже показывать, да, что называется, все вот эти нюансы, и показываем вам уже готовый результат. Вот, поэтому, конечно же, для продажи мы все это закрываем, где пленка у нас не будет ни в коем случае видна, и целиком зелень доставляем до конца. Вот у нас еще несколько цветочков осталось. Конечно, можно было воткнуть эти цветочки, и все же я призываю вас к тому, чтобы цветы не налезали друг на друга, и чтобы между ними всегда было какое-то пространство. Хотя, конечно, можно было доставить и еще цветочки вот там, где у вас их не хватает. Но, на мой взгляд, она так получается более воздушной и более такой вот живой, да, если вы будете ставить эти цветочки еще больше. Что ж, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний наш урок и надеемся, что это видео будет для вас полезным, и теперь вы тоже будете составлять такие базовые композиции более современно и оригинально.